Привет, вы на канале Взлет, меня зовут Ольга, и сегодня я без тона на лице, потому что мы с вами будем обсуждать антивозрастную основу под макияж с пребиотической сывороткой Giordani Gold. Я нанесу ее, расскажу свои впечатления и также расскажу, отличается ли она от предыдущей базы под макияж Giordani Gold. Если вам все это интересно, поехали! На первый взгляд можно подумать, что новая основа – это ребрендинг вот такой базы под макияж Giordani Gold 33300. Ее очень многие любили, и мне стало интересно, насколько отличается формула новой основы от предыдущей. Я сравнила составы, и действительно часть ингредиентов очень даже похожи. Мы найдем в новой основе под макияж ту же самую любимую очень многими гиалуроновую кислоту, которая очень хорошо увлажняет кожу, поддерживает ее сияющей, дарит молодость, красоту, и это замечательно. Но если мы будем рассматривать состав пошире, то мы увидим, что большая часть не очень хороших, надо сказать, ингредиентов убрали из базы и добавили очень много ингредиентов, которые экоголик выделяет как очень даже неплохие. Давайте разбираться, распечатывать и заодно обсуждать, какие же новые ингредиенты появились в этой основе. Здесь целый микс антивозрастной, омолаживающий, натуральных масел и витаминов, который призван питать, оживлять и ухаживать за кожей. Здесь и витамин В5, и Е, и Ф, и масло берберийского инжира, и экстракт чая, который почему-то сайт Oriflame называют белым. Хотя, если название экстракта мы посмотрим на специализированных сайтах, то это зеленый чай. Также в составе дикорастущая морожка, которую в Швеции называют золотом лесов. И все это обладает высокими антиоксидантными свойствами и должно сделать нашу кожу мягкой, гладкой и, самое главное, защищенной. Сыворотка очень красиво выглядит, у нее такой, знаете, голографический какой-то эффект, и кроме того в составе есть жемчужины омолаживающие, очень маленькие, которые будут осветлять даже самую тусклую, самую уставшую кожу, делая ее более молодой и сияющей. И тонкий розовый оттенок базы идеально подойдет абсолютно для любого цвета кожи. То есть мы находим уже не просто праймер, базу под макияж, а мы находим многофункциональную основу с пребиотической сывороткой, которая будет в первую очередь ухаживать за лицом, уже во вторую очередь служить базой, потому что одни из заявленных свойств – это то, что нанесение подобной основы продлит стойкость макияжа, тональный крем будет держаться лучше, и ваш макияж будет оставаться свежим гораздо дольше, если вы будете пользоваться этим продуктом. Ну, в принципе, если вы наносите хорошее увлажняющее средство, то уже макияж выглядит очень свежим и долго смотрится хорошо. Даже на самой баночке мы видим сыворотка, бустер и праймер, то есть как бы 3 в одном. И я думаю, что вот эта многофункциональность, она вполне себе в тренде времени, когда девушка хочет нанести один продукт на кожу и получить сразу множество эффектов. Ну что, я наношу, обещают, что будет усиливать эта сыворотка защитные функции кожи, также будет служить для улучшения текстуры кожи, для защиты кожного барьера. Ну уж про сияние, увлажнение мы не говорим. Прошлой версии базы я пользоваться не могла, потому что она для меня была очень маслянистая, то есть я ее наносила, я знаю, что девушкам с сухой кожей она очень нравилась, потому что она оживляет очень здорово, ну оживляла, да, потому что ее сняли с продаж, но я вот как девушка с жирным типом кожи, я просто вот, ну никак не могла ею пользоваться. Ну что, вот нанесла я эту основу на половинку лица. Я бы не сказала, что прямо сильно она у меня засияла, но увлажнение я ощущаю.
Я специально наношу с одной стороны, чтобы понять, насколько будет отличаться мое лицо. Я не вижу свойств, как, например, от каких-либо праймеров, когда основа, знаете, прям силиконами заполняет все поры, и они становятся гладкими-гладкими. Нет, здесь совсем другая история. У меня такое чувство, как будто я нанесла на лицо увлажняющую сыворотку Novage. И, видимо, вот эта вот пребиотическая составляющая, плюс гиалуроновая кислота, плюс вот это вот мощное увлажнение, которое нам обещают, вот это все дает подобное впечатление. Но, видимо, вот эта текстура сияющая, да, микрожемчужины придают еще дополнительно сияние. Мне сложно сейчас сказать, как будет держаться макияж на лице, но то, что кожа моя увлажнена, это факт. Что мне очень нравится, то, что я не ощущаю эту основу на лице. То есть она невесомая, она, на мой взгляд, не липкая, как очень-очень тонкая такая вуаль, может быть, знаете, как гелевая пленочка. Мне интересно, как тональный крем ляжет на эту основу. Что давайте сразу тестировать. Тогда я сейчас нанесу на вторую сторону и перейду к тональному крему. Сейчас у меня база полностью на лице, и я бы так не пошла. То есть одну основу вот лично я бы не оставила, потому что это, конечно, сияние, это в тренде. Сейчас очень модно влажность на лице, вот прям максимально. Но девушки с жирным типом кожи это не очень любят, потому что у них влажность граничит с маслянистостью. Поэтому мы предпочитаем прибивать немножко вот этот блеск на лице, но если вы ищете сияние, то, возможно, это ваш продукт. И сейчас вот из-за того, что я бы вот так бы не ходила с таким блестящим лицом, я хочу нанести тональный крем и посмотреть, как это будет выглядеть. Я беру AZ, потому что это единственный самый темный тональный крем, который у меня есть. Сейчас после отпуска, пока еще у меня лицо достаточно загорелое для моей любимой слоновой кости, которая у меня есть во всех других средствах, поэтому сейчас вот нанесем именно AZ. Он, кстати, тоже немного блестит после нанесения, и посмотрим, как все это будет коррелироваться вместе. Ну, смотрите, что получилось. Я нанесла тональный крем, кстати, прекрасный безлатексный спонж. Я делала на него обзор в виде шотс. Давайте вот здесь вам оставлю ссылочку на него, посмотрите. Здорово наносит. И что я сейчас вижу? Что вот это... база, она подойдет девушкам, у которых есть тусклость, у которых есть шероховатости. Я уверена, что она разгладит вот эти все неровности, шероховатости на лице. Я вижу, что именно поверхность кожи действительно выровнялась. Не могу сказать, что выровнялся тон, хотя Oriflame заявляет об этом, но в принципе вместе с тональным средством выглядит неплохо. Но вы видите, что сияние осталось абсолютно такое же, как и было до нанесения тонального крема. И я из этого сделаю вывод, что сияние у вас при использовании вот этой базы, оно в любом случае будет. Ну, в принципе, мы смотрим на вот этот тюбик, да, такой красивый, и мы видим, что он уже сам по себе говорит нам о том, что посмотрите, насколько я сияющий, и продукт у вас на лице тоже будет сияющий. Поэтому делаем выводы. Если вы хотите многофункциональный продукт, который будет одновременно увлажнять вашу кожу, вся сила гиалуроновой кислоты на это будет брошена, работать антивозрастным миксом масел, витаминов с вашим лицом, плюс к этому будет служить базой под макияж и придавать сияние и выравнивать неровности, то эта база вам понравится.
нравится. Отличается она от предыдущей базы Giordani Gold тем, что у нее нет вот этой маслянистой составляющей, такой сильной, как у той базы, а есть увлажняющая. Ну, как будто бы взяли и в увлажняющую сыворотку Novage добавили вот этих вот микрожемчужин перламутровых и сказали, теперь это будет база Giordani Gold. Отличный продукт, мне нравится, я думаю, что я буду им пользоваться. Будете ли пользоваться вы, я с удовольствием почитаю в комментариях. Если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте под этим видео лайк, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть видео о новинках Oriflame на канале Взлет самыми первыми. Пока-пока.